мир всем, кто меня смотрит. Надеюсь, меня слышно. Вот решил сегодня выкатиться, ну и заодно записать видео, так как есть тема. И еще поступило несколько вопросов от наших подписчиков. Хотелось бы на них по возможности ответить, как смогу. Вот. Поэтому поехали. Итак, ребята, начинающие заниматься, особенно на шоссе или кросс-кантри, в принципе, любым спортом велосипедным, хотелось бы сделать небольшое предостережение. Я просто смотрю, как некоторые начинают, и мне жалко на это смотреть, больно просто. Прежде чем начинать заниматься спортом, приобретите хотя бы пульсометр. Поверьте, это вложение в ваше здоровье, и ваши тренировки станут эффективнее. И самое главное, что вы сохраните здоровье. Потому что, объясняю, сердце состоит из мышечных волокон. Это такие же мышцы, как и во всем теле, как на ногах, на руках. И при сильных нагрузках эти волокна рвутся. Если вы работаете на больших пульсах продолжительное время, на экстремальных, ваше сердце просто попросту начинает местами рваться. Мышечные волокна, где в самых тонких местах, они начинают рваться. В этих местах образуется соединительная ткань, которая уже не является эластичной. Соответственно, сердце уже не сможет так полноценно работать, мягко сжимаясь и растягиваясь при увеличении нагрузки. И это могут создать вам большие проблемы в будущем. Всякого рода сердечно-сосудистые заболевания. Поэтому, возможно, вы сейчас даже ничего не почувствуете, но в будущем, поверьте, это скажется. Так что мой вам совет: приобретите пульсометр, тренируйтесь хотя бы по пульсу. Хотя многие продвинутые сейчас скажут: мощемер давай. На первых порах мощемер вам не нужен. Первый год-два вам нужно вкатиться, адаптировать ваше тело к этим кардионагрузкам. А для этого пульсометр будет куда важнее. И даже когда вы начнете тренироваться серьезно по мощемеру, пульсометр никогда не помешает. Так что это мой настоятельный совет. Интересно, можно ли в 30 лет, начав заниматься велоспортом, чего-то добиться? Значит, добиться смотря что. Если вы имеете профессиональный велоспорт, то, конечно, это уже поздно. Я думаю, это вам понятно. Если же на любительском уровне, то я смело могу заявить, что однозначно да. Вопрос, значит, стоит в чем? Во-первых, ваше прошлое, то есть занимались вы в прошлом какими-то видами спорта, кардио. Если вы, допустим, бывший бегун или лыжник, или вы занимались греблей, то есть какими-то кардио нагрузками, то очень даже можно больших, неплохих результатов достичь. Потому что это сходный вид спорта, и вам легко будет с вашими данными
в него встроиться. Все, что нужно, это терпение и усердные тренировки. Когда я говорю тренировки, поймите правильно, я имею в виду планомерные, системные тренировки, а не тогда, когда вот у вас появилось время, вы выскочили, поработали, так сказать, на пульсе и залетели домой. Тренироваться надо правильно, и это очень важно. Если вы, конечно, хотите хотя бы в середине турнирной таблицы быть. Вот. Второй вопрос касался профессионального спорта. Ну, видимо, это просто любопытство. Может ли один человек на гонках потягаться со всем пелотоном? Ну, значит, ситуация такая. Если это групповая гонка, и один человек уезжает из группы один. А, как правило, в профессиональных гонках дистанция маршрута как бы не меньше 160-180 километров, если это, конечно, не горный этап какой-то. Вот. И надо понимать, что просто так вам просто уехать не дадут. И даже два человека, которые работают вместе и крутят вертушку при прочих равных, будут сильнее одного, будут ехать быстрее. Поэтому уехать просто из группы, как это бывает на любительских гонках, и доехать, приехать первым, это из области, ну, я не знаю. Я, по крайней мере, такого не слышал в истории, даже во времена Великого Княжества. Если это отрыв из отрыва, то есть отрыв уехал и там за какое-то расстояние, допустим, 20-25 километров, из отрыва делается еще один отрыв, то есть он уезжает уже из отрыва, и в этом самом отрыве не могут организовать грамотную погоню, то в принципе почему бы и нет. На классических однодневных гонках это довольно часто случается. Но это что касается профессионального велоспорта. В любительском велоспорте такое происходит сплошь и рядом. Особенно если вы впервые участвуете в гонке, вас никто в пелотоне не знает, и вы уезжаете в отрыв, как правило, между понятиями новичок и слабак ставится знак равно. Раз его никто не знает, значит, он ничего из себя не представляет, и никто за ним не гонится. Такое бывает. Человека отпускают, а он в итоге, имея хороший индивидуальный ход, просто-напросто доезжает и становится на пьедестал. Но это, как правило, случается один раз, пока вас не знают. В следующий раз вам такого шанса уже не предоставят. Можете быть уверены. Ну или же просто вас знают, к примеру, но знают как не особо выдающегося гонщика, а вы за сезон очень хорошо подтянули свою физуху, и вы опять же уезжаете в отрыв, и этот отрыв, то есть пелотон за вами не гонится, значит все. Вот. Так что, ну, я думаю, я как бы исчерпывающе ответил на эти два вопроса. Если что-то дополнительно будет,
спрашивайте в комментариях, может я что-то пропустил. Как бы немножко сумбурное видео получилось наверняка. Во-первых, потому что в дороге. Ну и во-вторых, как бы весна. Ну и прочие обстоятельства, о которых я даже не хочу говорить. Так что всем добра, здоровья. Пережить эти нелегкие времена здравия и благополучия. До следующих встреч, ребята.